Привет, с вами Алена. Знаете что, я подумала, давно я вам не показывала нормальных маникюров, таких среднестатистических. Поэтому вашему вниманию я представляю руки моей самой близкой подруги. Она является жертвой моих экспериментов на протяжении всей моей маникюрной жизни. Ее ногти пережили все, и именно благодаря этим ногтям я, наверное, многому научилась, потому что у нее тут комбо, тут трапеция, тут мягкий эластичный ноготь подвижный, тут влажные руки, сложная кожа. Короче, 33 удовольствия. И сейчас произошел момент, когда мы чуть-чуть выбились из колеи, и она какое-то время даже осталась без покрытия, потому что мне не хватало времени. В общем, решила я за нее взяться. И поэтому мы не даем перенашивать ей покрытие, потому что у нее часто бывают отслойки. И сегодня снова будем работать с одним из вариантов таких отслоечек. Чуть раньше в кадре я показывала, что у нее было отслоение со свободного края. Я сняла покрытие, и там появилась такая выемка. И вот сейчас вы наблюдаете, как я базой заполнила эту выемку. Ее нужно просушить. И дальше сверху, как обычно, можно делать выравнивание. И такая нехитрая манипуляция на самом деле очень поможет в носке покрытия. Монтирую это видео сейчас, но знаю, что она с ногтями уже проходила 2,5 недели. И в ближайшие дни я собираюсь ей переделать маникюр, чтобы она не захаживалась, почем зря. Ну, а дизайн сегодня будет очень летний. Это будет папайя в разных интересных цветовых решениях. Ну, точнее, в разные окантовки. Как фоновый цвет для папайи я беру вот такой лиловый, лавандовый, какой-то светлый. Короче, нежно-нежно-фиолетовый оттенок. И обратите внимание на способ нанесения. Я плоской кистью с упругим ворсом промазала периметр ногтя вдоль кутикулы и дальше наношу цвет просто в один слой. Это очень удобная техника, и чаще всего я ее именно и использую. Еще раз повторяем, отодвигаем апельсинкой или пушером кутикулу. Дальше берем цвет, дальше у нас идет оранжевый, и плоской кисточкой с коротким упругим ворсом промазываем периметр ногтя, создаем липкий текучий слой, и дальше все очень просто. Ставим кисточку, раскрываем, и цвет ложится сам по себе. Единственное, что я предпочитаю все-таки по бокам дорабатывать тонкой кистью, чтобы банально не задеть кисточкой из флакона, потому что на ней у меня всегда много материала. Кто-то, может быть, скажет, что это неправильно, но мне так намного удобнее. Ну а дальше будем набирать цвета для папайи. У меня куда-то подевалась палитра, поэтому на пилке, а почему бы и нет, она тоже металлическая, вполне себе подойдет для этого мероприятия, не только же ей пилить. Берем желтые, зеленые, оранжевые, даже бирюзовые, в общем, все, что нам понадобится. И папайю решили рисовать в экспресс-варианте, типа по-мокрому, я бы сказала, потому что цвета я не просушиваю, то есть один за другим я наношу и прямо на ногте их смешиваю, немножко размазывая, создавая некий эффект масляных красок. На самом деле я до последнего не знала, что у нас получится, будет ли это красиво, но не сдавалась и снимала на всякий случай, и на выходе вышло очень даже здорово. Мне нравится уже на этапе подмалевка, но у папайи есть отличительная черта – это крупные черные семечки. Кстати говоря, я тот человек, который рисует папайю, при этом ни разу ее не попробовав. Как-то вот так не сложилось в моей жизни, не повезло мне с этим делом, но все, наверное, поправимо. В общем, проставляем подмалевок косточек, это топ, разведенный с черным, рисуем небольшой белый кант, и дальше будем проставлять уже черные большие косточки. По желанию, край папайи можно также выделить паутинкой, например, но мы решили оставить в этом варианте. Добавляем белые, вроде как должны быть какие-то блики, и отправляем на просушку. Аналогичные манипуляции мы повторим еще на паре пальчиков, но разместим эти кусочки в разных частях ногтей совершенно спонтанно, без какого-либо плана, просто потому что так захотелось. Сейчас смотрю на эти ногти и думаю, что было бы, наверное, неплохо просто сделать дизайн, который позволял бы вот так размазывать цвета. Здесь весь прикол такого размазывания заключается в кисточке. Я взяла натуральную кисть Рублев, 2. Она у меня немного потрепанная, это кисточка для акварели, и ей чуть-чуть досталось. Но она очень интересно размазывает, она за счет натурального ворса дает такие интересные мазки. Поэтому, если у кого-то есть такая кисть, то обязательно попробуйте. Так вот, я подумала, что было
было бы здорово через весь ноготь сделать вот такие мазки, попутно их смешивая. Обязательно как-нибудь займусь таким вариантом. Ну а пока будем дорисовывать нашу папайю. И мне нравится в этих рисунках то, что они могут быть вообще какие угодно. Здесь нет никаких правил. Честно признаюсь, что рисовать я совершенно не умею. У меня нет художественной школы. И я никакие курсы даже не проходила. Я вообще-то этим не горжусь. Но так уж получилось, что рисую то, что рисуется. И, в принципе, мне это нравится. Но я знаю, что есть девчонки, которые прям специализируются на этом и делают это в разы круче меня. Ну, а мне все так тоже вполне нравится, потому что папайя получилась вкусная, и весь маникюр очень яркий и летний, потому что делали мы его летом, потому что, возможно, вы сейчас смотрите, я даже не знаю, в какое время года вы будете его смотреть, но тем не менее. Перекрываем все топом, обязательно выравнивающим слоем, потому что рисунок имеет некий объем, и в этот момент я понимаю, что здесь чего-то не хватает. Вот на этих оранжевых пальчиках я решила разместить слайдер, и, кстати говоря, это слайдер не, как сказать, не в составе самого рисунка, а просто его название. Я вот вырезала эти буковки и приклеила. Это классно получилось. Fresh Fruit и папайя. Всем большое спасибо за просмотр. И обязательно напишите в комментариях, интересно ли вам смотреть дизайны или вам только жести подавай. Пока-пока.